мы в самолете. Если что, мы специально взяли бизнес-класс, потому что у нас ночной тяжелый перелет, чтобы было комфортно, да, чтобы были широкие сиденья. А в итоге по 3 сиденья абсолютно точно так же, как в экономе. Из отличий только в середине никто не сидит, посередине вот такой вот столик. Но кресло то же самое. Из всего питания я кушаю только хлеб, потому что непонятные абсолютно блюда. Например, огурцы со сметаной. Это все холодное. Это долма, наверное. Хлеб вкусный. Какой-то кошмар, если честно. Это все очень странно и невкусно. Собственно, первый полет прошел успешно, да, не считая сидений, на которых мы были. Присадка у нас была в Стамбуле. Сейчас мы пересели в другой самолет и вылетаем в Алмату. Здесь совершенно другой бизнес, конечно. Сейчас я покажу. Здесь у нас кресло раскладывается в кровать, как бы, да. Такой вот формат. Здесь очень много места. То есть прям кресло будет раскладываться и все, и ложиться. Чтобы от вас закрываться. Все, он уже улегся спать. Я только укладываюсь. Поспали, не выспались. В Алмате +3. Сейчас 9. По турецким часам сейчас должно быть сколько? 6 утра. По алматинским 9. Привет, друзья! Мы сейчас находимся в Казахстане, а именно в Алмате. У нас, конечно же, планы поменялись 10 раз. Половину стран из списка, которые я ранее выкладывала, мы не стали посещать. Вот, приехали в Казахстан. Кто не в курсе, у меня мама родилась в Алмате. У меня здесь живут родственники, собственно, у них мы и гостим. В Алмате, если что, 11 градусов. Мы вообще не брали с собой никакую теплую одежду. Зашли вчера вот в Зару, я купила себе такую шубу, чтобы гулять по горам, и было комфортно. На самом деле я очень рада. Мы 7 месяцев не видели ни снег, ни вообще холодной погоды, поэтому я чувствую себя супер комфортно. В горах хочу прям повыше подняться, увидеть снег. Это прям Здесь у меня живет мамина сестра, мамин брат, еще один брат. Короче, у меня тут много родственников. Мы сюда с мамой ездили пару раз, когда мне было лет 11, когда мне было 14 лет. Я немножко уже знакома с этой культурой, так что... А дальше, куда мы поедем, я не знаю. Короче, сейчас у нас просто как получится. Вот смотрим билеты, куда будут, туда и полетим. Все идет не по плану совершенно, все очень спонтанно, так что вообще больше ничего не буду загадывать. Пока мы здесь, и все. Если что, мы в Алмате находимся уже 2 дня, но нам никуда не хотелось выходить, если честно. Мы просто просидели дома, пробовали лагман, пробовали бишбармак. А сегодня мы начинаем уже ездить по красивым местам. И, конечно же, первой точкой у нас оказывается Чимбулак. Это горнолыжный курорт в Алмате. Естественно, сейчас здесь не катаются, снега нет, но здесь должно быть довольно красиво. В горах вообще всегда красиво. На самом деле кажется, что на Чимбулаке зимной намного красивее. И хотелось бы сюда приехать зимой, покататься на лыжах. Доброе утро, друзья! На часах 7 утра, и мы встали для того, чтобы поехать по природным объектам Алматы. Ехать нам далеко, часа 4, может быть даже 5. Мы еле встали, вставать вообще не хотелось, у нас еще джетлаг из-за времени, то есть мы ложимся там спать по алматинскому времени в 12, а по Москве это только 9, поэтому заснуть не можем, естественно. Вот родитель такой красивый.
Мы прибыли на Чарынский каньон, который образовался около 12 миллионов лет назад, а выбрали, кстати, самое удачное время года для посещения, так как летом здесь безумно жарко и температура поднимается до 40 градусов. Протяженность каньона, кстати, 154 километра вдоль реки Чарын. Если вы помните, в Турции, в Каппадокии гид нам говорил, что, значит, Каппадокия — это уникальные ландшафты, уникальный район, которого больше практически, не существует нигде в мире, не считая Большого Гранд-каньона. Но сейчас мы находимся в Казахстане, и мы приехали на Чарынский каньон, и, извините, мне кажется, он больше похож на Гранд-каньон, который находится в США. И да, действительно, Чарын называют младшим братом американского Гранд-каньона. Пейзажи действительно завораживают. В общем, ничего не буду говорить, просто посмотрите сами. После прогулки по каньону можно остановиться перекусить, для этого имеются удобные столики, а дальше вот такое вот такси-буханка доставит тебя обратно. Папа, ты не упадешь? Дальше мы отправились на озеро Каинды, которое известно тем, что из него буквально растут ели. 12 километров по бездорожью, и на экопосте нам сообщили: дальше пешком или на лошадях. Конечно, мы выбрали второй вариант. Мы просто еле добрались на этих лошадях, был просто жуткий склон, он такой почти 90 градусов, короче. Было очень страшно, но лошадь, видимо, уже умеет так спускаться. Короче, мы идем наконец-то к озеру Каинды. Тут тоже такая нелегкая дорога, нелегкий путь, но скоро мы дойдем. Озеро на самом деле можно считать довольно молодым, так как оно образовалось в результате землетрясения в 1911 году. Вода из реки стекла в ущелье, и образовался такой невероятный затопленный лес. Я даже нашла несколько фотографий, которые сделали дайверы на глубине Каинды. Это выглядит так необычно. Цвет воды в этом озере зависит от времени года. Кажется, сейчас он скорее изумрудный, зеленоватый, чем голубой. Зашли покушать. А чай у нас есть, взяли да, мясо. вроде? Чай у нас вроде есть. А Чай где? есть. И сейчас берем шашлык куриный, будем кушать. Да, сколько времени у нас? Чуть-чуть есть у нас. Открой, пожалуйста. Я думаю, пока есть. Вы сколько берете? Мы один взяли, и я там взял сосиску в тесте. На самом деле, к этому моменту мы безумно устали, хотели поскорее посмотреть последнее озеро и поехать домой, так как путь довольно долгий. Мы сейчас находимся в горах. Приехали посмотреть на озеро, Исыкское озеро называется. Виды просто невероятные. Я не знаю, я обожаю горы, реально, всей душой. Здесь очень здорово. Хотелось бы, знаете, снять домик, тут пожить. Правда, начался дождик, да, в горах погода отличается от городской. Вот, идем под дождем. Мои кроссовки немного пострадали после путешествий по горам. Но ничего страшного, это того стоит определенно. Какая невероятная красота. Я не знаю, я смотрю, мне хочется плакать от этого. Мы еще удачно попали. У озера безумно красивый цвет, изумрудный.
Подожди. Он идет, он хочет яблоко. Прикинь, какой он умный, он понимает. Знаю, сейчас накормит его. Подожди, Олегу дай. Откусит? Олег, Ну, тебе ты кусит не пальцы. вот так. Нет, вот так. Пальцев-то вот у тебя так, много. конечно. Давай. Они любят, они знают, что я в защите. Дала? Хороший. На, Олег, дай. Страшно какой-то. Давай. Аккуратно. Ой, боже мой, на. Мое солнце. Ой, как аккуратно взял. Что, нормально? Может, все? А сейчас мы прибыли на форелевое хозяйство. Будем ловить форель и потом ее готовить и кушать. Каркас деревянный. Посеред. Стой, стой. Да стой, держи ты. Какой звук она издала? Ей больно? Мне в какой-то момент стало грустно, что я ловлю рыбу. Я подумала, что ей больно, она вся бьется в конвульсиях. Короче, я загуглила, оказывается, рыбы не чувствуют боли. Вот, они не могут ее чувствовать, запоминать, поэтому мне стало чуть-чуть легче. Сейчас мы идем отдавать нашу форель. Мы поймали 5 штук. Сейчас отдадим ее, чтобы нам приготовили. Сегодня только жареная. Значит, жарено. Я почему-то думала, что форель красного цвета, а тут она белая. Не знаю, может, наверное, разная она бывает. По вкусу рыба как рыба, такая хорошая. Такая хорошая. Не знаю, чем она отличается от магазинной. Наверное, в ней паразитов меньше. Сегодня мы направляемся в Алмарасан на горячие источники. Что это из себя представляет, я пока что не знаю, честно говоря. Вроде там должны быть такие бочки с горячей водой. Идем, будем сейчас смотреть. Я, честно говоря, очень люблю горы, но я человек совершенно не приспособленный к ним. То есть мы вот поднялись совсем немного, все, я уже задыхаюсь, неплохо, у меня кружится голова. Но, ой, короче, жесть, просто я как старая бабка, честное слово. Что же это за бочки с водой и что в них особенного? В бочках находятся радоновые воды, из-за которых, кстати, стоял просто жуткий запах серы. Так вот, радоновые воды улучшают обменные процессы, оказывают болеутоляющее действие и все в этом духе. Было очень увлекательно в них посидеть, но больше я туда не пойду, потому что потом я просто безумно замерзла. Все кольца пожелтели. Желтые стали, смотри. Интересно, это отмоется? Когда выходишь из этих радоновых вод, просто безумно холодно одеваться, втираться, и считай, ни здания, ничего нет. Я до сих пор не могу отогреться, руки просто леденющие. Мне прям жалко кольца, вот что с ними произошло, они все потемнели. Я не знала, что такая реакция произойдет с серебром. Надеюсь, это можно будет очистить. Мы нашли русский ресторан, заказали квас. Нас предупредили, что он алкогольный. Ну, то есть, естественное брожение и там небольшая доза алкоголя. Соответственно, то есть в Казахстане в основном продается безалкогольный квас. И так
для вас. Белуга, сыпка. Давайте, пацаны. Пацаны, да давай 30 минут опоздания, походу, давай. Это даже, можно сказать, не штраф. Это белуга хорошая, Это очень хорошая хорошо. водка. Давай. Ну чокнитесь за опоздание. Доброе утро, друзья! Мы сегодня снова встали пораньше, у нас опять культурная программа. Приехали уже в горы, сейчас мы в горах находимся, 2000 метров, насколько мне известно. И сегодня мы будем кататься на квадроциклах, на эндуро, точнее Олег будет на эндуро, я не умею, к сожалению. Мы будем на квадриках подниматься в горы. Все, мы готовы ехать! I got nightmares in my head, I fear thoughts build up until I can't hear. My mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Дорога просто нереально крутая для квадриков. Мы прям по лютому оффроуду едем. И виды реально завораживают. Это, ну просто, я не знаю, я наблюдаю. На самом деле хорошо, что мы с Никитой поехали на одном квадрике, потому что у меня очень устают руки. Реально по такому бездорожью надо хорошо держать руль. Я реально устаю. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Друзья, мы сейчас с вами находимся на плато Осы. Здесь высота примерно 2700. Здесь уже довольно холодно, везде лежит снег. И на самом деле, когда я смотрела на фотографии в интернете плато Осы, ну вот так меня не особо впечатляло. А мы приехали сейчас сюда, и я вообще просто в шоке. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel. Мы жили в Алмате месяц, и у нас накопилось очень много вещей. И здесь полный бардак, я ничего не разбирала. Вот так это все выглядит сейчас. Это просто какой-то кошмар. У нас, нам через 2 часа нужно ехать уже в аэропорт. И вот, и как бы я не хочу это все собрать, если честно. Мне надо в этот чемодан уместить все мои вещи и 4 сумки. Я с собой вожу 4 сумки. Зачем просто? И 3 пары обуви. 3. Я не знаю, как это все влезает в мою эмочку. Все, мы все собрали. Время без 10:03. Нам выходить минут через 20. Да, мы прожили здесь месяц. Даже немножко грустно сейчас. Хорошая Алмата на самом деле. Не считаю то, что у меня здесь, естественно, родственники, как бы, поэтому нам здесь было очень комфортно. Нас тут очень хорошо встретили, очень хорошо к нам обращались. Но помимо этого, в целом Алмата довольно приятный город. Здесь есть чем заняться, здесь реально много развлечений. Но на этом наше путешествие заканчивается. Дальше нас ждут новые приключения. Пока! I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to